Всем привет! Сегодня готовим самый новогодний салат под названием елка. Получается очень красиво, вкусно, а самое главное, делается очень-очень просто. Для приготовления салата нам понадобится отваренное куриное филе с любыми специями по вашему вкусу. Это филе нам нужно будет нарезать на небольшие кубики. Еще нам понадобится 4 куриных яйца, отваренные вкрутую, и 2 небольшие отваренные морковки. И небольшое количество твердого сыра, любого, который вам больше всего нравится. Ну а подробный рецепт полностью со всеми продуктами, который пошел у меня в ролике, читайте в описании под видео. Как я сказал в начале ролика, сегодня мы будем готовить елку, и вот такую вот формочку из фольги я придумал для елки. Если же у вас есть какая-то другая форма, буду только рад почитать в комментариях. Итак, дно тарелки смазываем небольшим количеством майонеза. На первый слой отправляем ровно половину нарезанного кубиками куриного филе. Берем вилку или ложку, кому чем удобнее, и стараемся это куриное филе хорошо разровнять по форме. Фольга форму будет держать немножко плохо, но во время приготовления вот так вот руками можно будет все хорошо поправлять и выдавать ту форму, которая вам больше подходит. Затем слой из мяса накрываем сеткой из майонеза. Соль и перец сюда не добавляем, так как мы отваривали мясо в подсоленной воде со специями. Наверх на мясо нужно отправить несколько зерен граната. Не старайтесь добавлять его слишком много, так как, забегая наперед, скажу вам, что еще в самом верху для украшения мы тоже будем использовать гранат. Дальше нам нужно взять 2 куриных яйца и натереть их на крупной терке. Будем делать вот так вот прямо в форму, чтобы не пачкать лишнюю посуду. Затем слой из яиц нужно будет хорошо выровнять. Этот слой из яиц нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. И опять накрываем все хорошо сеткой из майонеза. Дальше, друзья, берем ровно половину натертого твердого сыра и отправляем его на следующий слой. Слой из сыра опять-таки накрываем сеткой из майонеза. Солить и перчить этот слой нам не нужно. Ну а на следующий слой мы будем натирать полностью все 2 морковки, которые мы отваривали. Натираем их на крупной терке. После того, как вы выровняли слой из морковки, нужно будет его посолить и поперчить. И этот слой тоже нужно будет накрыть сеткой из майонеза. Ну а далее все слои нам нужно будет только повторять. Вначале мы отправляем полностью все оставшееся нарезанное кубиками куриное филе. Напоминаю, что форму из фольги нужно будет немножко вот так вот руками поправлять, чтобы она вам держала форму. Мясо опять нужно будет накрыть сеткой из майонеза. Дальше на следующий слой натираем оставшиеся 2 куриных яйца. После выравнивания не забываем, что его нужно будет посолить и поперчить, и опять накрыть сеткой из майонеза. Ну и на последний слой мы отправляем все остатки натертого твердого сыра. Напоминаю, сколько каких продуктов, читайте в описании под видео. Верхушку сыра нужно будет накрыть сеткой из майонеза, и только после этого мы будем приступать к украшению. Для украшения такого салата будем использовать зеленый виноград. Нужно его будет разрезать пополам и вот так вот разложить примерно в шахматном порядке. Не старайтесь его сделать, чтобы он был плотно друг к другу. Между виноградинами должна быть пустота. Чтобы все было очень вкусно, виноград у вас должен быть без косточек. Дальше нам нужно будет сделать импровизацию иголок на елке. Для этого мы будем использовать укроп. Из больших веточек мы будем отрывать по чуть-чуть, делать такие небольшие маленькие кусочки из укропа. Старайтесь не слишком много добавлять его, чтобы он вам не перегружал салат. Ну и после укропа еще на верхушку между виноградин нужно будет добавить несколько зерен граната. Это, так сказать, будут украшения на елке. После приготовления салата убираем фольгу, дадим ему немножко постоять, примерно хотя бы час, чтобы он постоял. И красивый салат «Новогодняя елка» можно смело подавать к столу. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, пишите в комментариях, что я сделал не так. Если же у вас есть свой вариант, как сделать форму новогодней елки, тоже будет интересно почитать. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!